Сталин требует ответа ЧВК Вагнера на границе с Эстонией. Что происходит? Удар по Буданову и Зеленскому. Зона контроля расширяется. В Украине обрушились с критикой на спецоперацию разведки в Покровске. Кто пошел против? Старт расследования. Официальное заявление. Украина признала потери после удара по позициям. Детали. Скандал в России. Депутат предложил женщинам, которые стали жертвами насилия, рожать детей и отдавать их в другие семьи. Как оправдывается и почему заговорил о генах отцов преступников. Сделка с Брюсселем. Сербия предлагает ЕС выкупить все боеприпасы страны и не против их отправки в Украину. Россия выдворяет несколько тысяч мигрантов и зовет в страну бывших советских граждан. Какую работу предлагают возвращенцам, прожившим 3 десятилетия за пределами РФ? Мужская подтяжка лица ради получения вакансии, борьба на аукционе за золотой унитаз, а также рейтинг самых грязных городов мира. В тройке антилидеров Узбекистан. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Грандиозное предложение. Сербия готова продать ЕС все ее боеприпасы, которые в дальнейшем Брюссель может передать Украине. Президент Александр Вучич заявил, что сербские склады полны боеприпасов, особенно минометных снарядов, и что страна производит их больше, чем Франция. По словам Вучича, он уже предложил Европейскому Союзу заключить долгосрочный контракт на закупку всего, что Сербия выпускает, назвав это феноменальным вкладом в европейскую безопасность. Вучич подчеркнул, что не хочет, чтобы Сербию видели как торговца оружием, но отметил, в Европе боеприпасы нужны. Вучич при этом уточнил, что пока ждет окончательного ответа со стороны ЕС. Покупатели могут распоряжаться ими, как сочтут нужным. Нам просто нужен долгосрочный контракт, чтобы планировать производство. Я всегда говорил, Сербия военно-нейтральна. Но мы готовы сотрудничать с европейскими армиями. Уже сейчас мы активно взаимодействуем с ними в Африке, Азии и других регионах и намерены расширять это сотрудничество. Германия уже не магнит для беженцев. В частности, в стране резко сократилось количество просителей защиты. В октябре заявок на предоставление убежища стало меньше на 55% по сравнению с сентябрем этого года. Об этом в комментарии Bild заявил глава МВД Германии Добринт. Министр считает, что таким образом свои плоды приносит ранее ужесточенная миграционная политика Берлина. Напомню, правительство ФРГ намерено отобрать пособие у беженцев, систематически отказывающихся от трудоустройства. Это касается и украинцев. Также власти Германии хотят депортировать всех нелегалов и мигрантов, нарушающих законы страны. Наш миграционный поворот дает результаты. Мы значительно сократили факторы притяжения и магнитное воздействие Германии на нелегальную миграцию. Также Берлин анонсировал закрытие самого крупного в стране центра для украинских беженцев. Речь об убежище, которое находится в здании бывшего берлинского аэропорта Тегель. Ранее там жили около 5000 беженцев, сейчас примерно 1500 человек. До конца года их переселят в другие пункты приема, пишет Deutsche Welle. Скандал в России. Детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи. Об этом, по сути, обращаясь к россиянкам, которые стали жертвами и оказались в положении, но не хотят в таком случае становиться мамами, заявил депутат Заксобрания Свердловской области Вегнер. Сегодня в РФ, говорит Вегнер, живет много бездетных пар, которые мечтают завести ребенка. Таким образом, беременная нежеланным ребенком может осчастливить другую семью. Донести эту мысль женщинам, которые оказались в сложной ситуации, должен психолог, подчеркнул депутат. Все, что касается изнасилования, это достаточно небольшое количество. И здесь, мне кажется, вопрос нужно решать индивидуально. Даже в этом случае, мне кажется, если психологически для женщины это невозможно, но ведь врач, психолог объясняет, что это живая жизнь, и сегодня в этой живой жизни нуждаются другие. Позже в комментарии российским СМИ уральский депутат сказал, что его неправильно поняли, мол, он не оправдывает преступников. Далее цитата Вегнера: «Зародившаяся жизнь имеет право на жизнь, а гены отца преступника, уверен депутат, детям не передаются». Друзья, что думаете в целом о словах Вегнера, о его предложении, о генах и о том, как и что должны делать женщины и так далее? Может, Вегнер увидит это видео, сможет прочесть ваше послание ему в комментариях под этим видео. Так что не сдерживайте себя.
Эстония заявляет о провокации на границе и задается вопросом, не начинается ли в России новый мятеж. МИД Эстонии опубликовала видео, на котором видно, как по реке Нарва с российской стороны плывет погранкатер под флагом частной военной компании «Вагнер». Министр иностранных дел Маргус Цахна считает, что это событие говорит о том, что железная система России дает трещины. Снова ли «Вагнер» марширует на Москву? Или на этот раз они начинают с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей точки зрения, кажется, что они аннексировали российскую пограничную службу. В этой публикации МИД Эстонии отметила ведомство Лаврова, однако на момент выхода выпуска в российском министерстве никак не комментировали появление вагнеровского флага на катере береговой охраны. Напомню, в июле 23 года бойцы Вагнера под предводительством Пригожина устроили так называемый «Марш справедливости» на Москву, мятеж подавили, а сам Пригожин погиб спустя несколько месяцев в авиакатастрофе в Тверской области. Новое продвижение армии РФ фиксируется в Покровске. Карта боевых действий значительно изменилась за последнюю неделю. Зона контроля россиянами расширилась. Об этом свидетельствуют данные мониторингового канала Deep State. При этом отправку спецназа разведки в Покровск в Киеве назвали безграмотным тактическим решением. Об этом написал журналист, боец Нацгвардии Украины Юрий Бутусов, часто критикующий команду Зеленского. На самом деле, в тактическом плане в современной войне высадка 2 отделений бойцов на открытом месте в киллзоне на виду у вражеских дронов – безграмотное тактическое решение. Во-первых, в современной войне преодолеть киллзону возможно только при условии маневра, скрытого от наблюдения дронов. Любые демонстративные действия враг замечает, и тогда по бойцам и их укрытиям летит все, включая управляемые авиабомбы. Бутусов также считает, что те силы ГУР, которые были переброшены в Покровск, не могут существенно повлиять на обстановку в городе, за которой сражается несколько бригад и полков. Он также раскритиковал тех, кто пишет хвалебные оды, в частности блогеров, назвав событие пиаром, за которым никто не расскажет о реальных потерях. Зеленский же накануне поблагодарил украинских военных и не только за нанесение ударов по силам РФ и заявил о потерях России. О фронте были сегодня доклады военных. Прежде всего, внимание Покровскому направлению. Есть результаты в уничтожении оккупанта. Особенно отмечу подразделение 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также благодарю воинов сил специальных операций, спецназовцев военной службы правопорядка, национальной полиции, СБУ и разведки за эффективные и активные действия как в районах Покровска, так и в районах города Купянск. В российском Минобороны накануне также заявляли о ситуации в Покровске и также заявляют о нанесении ударов по силам ВСУ. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой. Зеленского призвали вывести войска. Бывший заместитель министра обороны Украины заявил, что Покровск уже фактически потерян, а значит и удержание Мирнограда бессмысленно. Виталий Дейнега считает, что отчеты Генштаба для Банковой лживые, а потому надо спасать военных. Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов, о имуществе на сотни миллионов я уже молчу. Оно потеряно, и шансов на его эвакуацию уже нет. Мы можем оказаться в ситуации, когда дыру во фронте некому латать, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к врагу. Потери признаны. ВСУ обещают нанести ответный удар по силам РФ за комбинированную атаку, в результате которой Украина понесла потери среди военных. Теперь начато расследование, говорится в официальном заявлении. Ищут тех, кто виноват в этой потере. Украинская группировка войск «Восток» заявляет, что в эти выходные в результате ракетно-дронового удара по Днепропетровской области Россия поразила позиции сил обороны. В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые среди военнослужащих вооруженных сил Украины. На данном этапе работают соответствующие правоохранительные органы. В частности, проверяются обстоятельства относительно соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрете, ограничении, размещения личного состава и проведения совещаний и сборов на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах. Напомню, 1 ноября, когда и был нанесен удар по ВСУ, Россия заявляла, что расчет самоходного миномета «Тюльпан» бил по укрепленному пункту управления БПЛА украинских войск в Днепропетровской области. Идет ли речь об одном и том же событии, неясно.
пытались нанести себе повреждения и требуют не выдавать их Северной Корее. Внимание южнокорейской прессы приковано к 2 военным из КНДР, которые были взяты в плен Украиной во время боев в Курской области. Yonhap News Agency пишет, что пленные представители КНДР обратились с просьбой отправить их в Южную Корею. Об этом сообщил правозащитник и глава организации северокорейских перебежчиков Чан Се-юль. По его словам, встреча с пленными состоялась 28 октября в лагере для военнопленных под Киевом. Они рассказали о своем желании переехать в Сеул во время беседы с южнокорейским продюсером документального фильма. Украинские власти сообщили, что северокорейцы переживают психологический кризис и ранее пытались причинить себе вред. Над кроватью одного из них висели нарисованные портреты лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам Чана, через продюсера они также передали просьбы о лекарствах от глазных болезней, вязаной одежде, брюках, сигаретах, ручках и книгах. Украинские чиновники сообщили, что пленные находятся в состоянии психологической нестабильности и предпринимали попытки причинить себе вред. Напомню, еще 12 января Зеленский обращался к Ким Чен Ыну и предлагал сделку. Киев вернет пленных, если Пхеньян организует обмен на украинских военных, которые находятся в плену России. Еще в январе этого года российская и северокорейская сторона не подтверждали информацию об участии военных КНДР в войне на стороне России, но уже в апреле Путин поблагодарил Северную Корею за ее помощь Москве. В России продолжается охота на иностранцев. Из Москвы и Подмосковья депортируют около 7 тысяч трудовых мигрантов из-за отсутствия у них разрешений на работу в России и ВНЖ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД России. Как отмечает издание, это результат оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», то есть рейдов и облав, которые устраивают российские силовики. В свою очередь, полиция Московской области рапортует, что за нарушение режима пребывания в РФ составлено более 10 тысяч админпротоколов. Возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. После депортации тысячам трудовых мигрантов въезд в Россию будет закрыт. Назад в Россию. В РФ готовы принять бывших советских граждан, которые после распада СССР остались жить в странах Балтии и государствах Центральной Европы. Их надо приглашать назад. Так считают в Госдуме. Депутат Слуцкий уверяет, что через 30 с лишним лет Россия готова принять обратно в свое лоно, далее цитата Слуцкого, «наших людей, которые волей судьбы в 1991 году оказались за пределами страны». Депутат даже знает, чем потенциальные возвращенцы могут заниматься в России. Сегодня нам нужны квалифицированные инженеры, преподаватели русского языка, нам нужны квалифицированные, серьезные люди всех поколений, которые годами стоят на учете в консульских учреждениях России за рубежом, желая вернуться домой. Поэтому, если бы не было даже этой высылки, так как к ним относятся там, нам их надо самим приглашать и забирать. Борьба за золотой унитаз начинается. 18 ноября аукционный дом Сотбис выставит на продажу такой уникальный лот. Вес больше 100 килограммов. И это произведение современного искусства. Создатель скульптуры – итальянский художник Маурицио Кателан. Унитаз рабочий и стал символом иронии Кателана над темами богатства, власти и равенства. Стартовая цена изделия, сообщает Сотбис, $10 миллионов. В 2018 году унитаз-шедевр предлагали купить Дональду Трампу, но тогда в Белом доме отказались от дорогого туалета. Возможно, на этот раз президент США передумает, ведь он недавно начал ремонт в Белом доме. Пишут в соцсетях люди, которые обсуждают такое произведение искусства. Бум на пластику лица среди мужчин. В американской Кремниевой долине работники IT-сектора, которым от 40 до 60 лет, стали чаще обращаться к пластическим хирургам. Они боятся, что из-за морщин станут невостребованы в профессии и их заменят мужчины помоложе. Об этом пишет Wall Street Journal. Самые популярные процедуры у стареющих айтишников – мини-лифтинг лица, подтяжка шеи и коррекция век. По словам пластического хирурга из Беверли-Хиллз Бена Талия, комплексная подтяжка лица и шеи стоит от 125 до 150 тысяч долларов. Культ молодости в технологической среде не нов. Еще американский миллиардер Питер Тиль советовал не нанимать людей старше 30 лет. В итоге все больше основателей стартапов и руководителей компаний решают обновить и собственную внешность.
Определен самый грязный город в мире. Ученые снова составили рейтинг самых загрязненных мест на планете. И на первом месте вновь оказался пакистанский Лахор. По данным швейцарской и мониторинговой группы IQ Air, Лахор постоянно окутан густым смогом. Воздух там — это ядовитая смесь выхлопных газов, дыма от промышленных выбросов, гари от сжигания сельхозотходов и бытового мусора. Индекс качества воздуха в Лахоре составляет 237, в то время как хорошим считается воздух, не превышающий отметку 50. Напомню, в Лахоре проживает более 10 миллионов человек. На втором месте антирейтинга крупнейший город Индии Дели. Замыкает тройку с самым токсичным воздухом столица Узбекистана – Ташкент. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Хорошего вам дня, хорошей недели. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.